I'm really thrilled and honored to be here and to talk with you about reason. Для меня большая честь, и мне очень приятно, что я смогу сегодня говорить с вами о причине, о разуме, скажем так. And as Yuri has already explained to you, there are different approaches that people have had to reason. И как вот Юрий во вступлении сказал, что на протяжении истории человечества люди имели разные взгляды и разные отношения к разуму. So today I want to talk to you about why people stopped trusting their reason and why we as Christians really have a good reason to trust our reason. И поэтому я сегодня буду говорить как раз именно о том, почему в современном мире люди перестали доверять, скажем, своему разуму, а мы, христиане, как раз или разуму, или обоснованиям, а мы, христиане, в свою очередь, можем как раз доверять именно тому разуму, который мы имеем от Бога. And it starts with the ideas from David Hume. Все начинается с Дэвида Юма. Now, to explain David Hume's idea, I need to tell you a really dumb joke. Для того, чтобы объяснить как бы всю эту ситуацию, я должен начать, наверное, с такой шутки, которая может быть показаться достаточно глупой. Imagine that Alexander and I are riding on a train, and the train is going from London in England up to Edinburgh in Scotland. Представьте себе ситуацию. Я, Александр, мы едем в поезде. Поезд едет где-то из Лондона в город Арбор в Шотландии. And as we are going, I am sitting here reading a book, and I read a book, and every time I turn a page, I rip the page out and throw it out the open, reach over Alexander and throw it out the open window. И вот мы сидим в этом поезде, поезд себе едет, я читаю книгу, прочитал страницу, вырываю ее и бросаю в окно, прямо через Александра. And after a few minutes, Alexander turns to me and asks me why I am throwing pages out the window. Пару минут спустя Александр поворачивается ко мне и говорит: зачем вы выбрасываете страницы в окно? And I say to him to keep the elephants off the tracks. И я ему отвечаю: ну, для того, чтобы слоны не ходили по железнодорожным путям. If there were an elephant on the track, the train might hit it and kill an elephant, which are very valuable, and maybe even hurt some people and cause a lot of property damage. You don't want the train to collide with an elephant. Можете представить, что произойдет, если вдруг случайно слон забредет на железнодорожные путя, поезд с ним столкнется, это и животное пострадает, скорее всего, достаточно ценное животное, и люди пострадают в поезде, и много материального ущерба. And Alexander turns to me and says, "But sir, there are no elephants on the tracks." И Александр поворачивается ко мне и говорит: мистер, но у нас нету слонов на железнодорожных путях. And I turn to him and say, "Effective, isn't it?" Я поворачиваюсь к Александру и говорю: понимаете, то, что я делаю, работает, дает свой эффект. Now some of you laughed. Why? What is funny about? Well, what is the idea of that joke? Кто-то из вас засмеялся. А что ж такого смешного в этой шутке? Какова идея этой шутки? What mistake is this man making? Как вы думаете, какую ошибку я допускаю? Или вот этот человек, который бросает бумагу на путях, какую ошибку он допускает? Скажите. Я хочу вас услышать. Мне говорят, что немного не соответствует реальности. Причину меняет следствие. It's not logical. He must have the reason with the effect. Right. Yeah, the cause and effect. Exactly right. Совершенно верно, да. David Hume showed us, well, there are no elephants, okay, in Scotland. Okay? Да, конечно, ни в Шотландии, ни в Англии слоны не ходят. So the man made a mistake about cause and effect. Человек допускает ошибку именно в вопросе причинно-следственных связей. He thought the cause of there being no elephants was that he was throwing the paper. Он считает, что по той причине, что он выбрасывает эту бумагу на железнодорожные пути, а слонов поэтому и нет в Англии. When the real cause is elephants only live in Africa and India, not in England. Хотя мы знаем на самом деле, что в живой природе слоны обитают точно не в Англии, там в Африке где-нибудь, в Индии обитают, но точно не в Англии. And David Hume then showed us that there is no reason to believe in cause and effect.
Дэвид Юм в результате своих трудов привел людей к такому пониманию, что нет обоснованных причин тому, чтобы мы доверяли причинно-следственным связям. He said that every time anybody says anything about cause and effect, that person is making the same mistake that this man made when he threw the paper out the window. И Дэвид Юм показал, что каждый раз, когда человек, кто-либо делает заявление о причинно-следственных связях, этот человек допускает ту же самую ошибку, что и вот этот вот человек в поезде. So there's no relationship between cause and effect, David Hume says. По словам Дэвида Юма, не существует взаимосвязи между причиной и следствием. David Hume also said that there is no reason to believe that the external world exists. А Дэвид Юм также показал, что нет причины верить и доверять тому, что внешний мир существует. He also said there is no reason to believe in the continuity of nature, that nature will be the same tomorrow as it is today. Также в результате своих работ Дэвид Юм показал, что нам нет причин доверять постоянности природы. Другими словами, то, что сегодня существует в природе, не обязательно должно существовать завтра. So no reason to believe in cause and effect, no reason to believe in the external world, no reason to believe in the continuity of nature. То есть нет причин, нет весомых доказательств тому, чтобы мы доверяли причинно-следственным связям. Естественно, результатом этого мы не обязаны доверять существованию внешнего окружающего нас мира. И мы не можем доверять также тому, что природа постоянна. And if you can't believe in those things, you can't believe in reason at all. И раз вы не можете, и в том случае, если вы не можете доверять всем вот этим вот перечисленным элементам, это значит, и это приводит нас к тому, что нет причин доверять самой причине существования всего, разумному объяснению. In other words, there is no reason to trust reason. Другими словами, нет причин доверять причине. Now, Carl Sagan had a series called the Cosmos series. Have you ever seen it? Have you know about it? Have you heard about it here in the Ukraine? Карл Саган, он сделал такую серию, это телесериал о космосе. Кто-нибудь слышал об этом, видел? Anyone ever know about that? В Украине кто-нибудь знает? He very famously begins it with this phrase: "The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be." И начинается серия как бы с такой фразы, что космос это все, что есть, все, что было и все, что когда-либо будет. So he is a materialist. He believes that only energy, matter, time, and space exist. Другими словами, этот человек является материалистом, и он говорит о том, что наш мир это всего лишь наличие энергии, времени, пространства и материи. Of course, this is just what Karl Marx said 150 years ago. Опять же, это соответствует тому, что 150 лет назад сказал Карл Маркс. But if Carl Sagan is right, then what are ideas? Хорошо, если Карл Саган прав, тогда что же мы можем сказать, или чем же являются наши идеи, наши мысли? And here, maybe this is a new word, epiphenomena. И, возможно, для вас это будет новым словом. Эпифеномена. That's all ideas are. They're like the apparent pixels caused, or the apparent pictures caused by the real pixels. То есть это как бы реальные картины, реальные иллюстрации, которые являются результатом просто пикселей. See, when you see this, this looks to you like a picture. То есть, But what it really is just all these little dots all put together. То есть, смотрите, вы смотрите на экран, видите фотографию этого человека, но на самом деле это не просто фотография человека, это всего лишь набор вот этих вот разноцветных кубиков, этих точек. Your mind sees a picture. Ваш разум видит иллюстрацию. But the real thing is just the little dots. Но в реальности это всего лишь разноцветные точки. And so if you are a materialist, you think your ideas are epiphenomena caused by the chemicals in your brain. И если вы являетесь материалистом, получается, что ваши мысли, идеи, которые присутствуют в вашей голове, это всего лишь эпифеномена, которая является результатом вот этих вот пикселей.
соединение химических элементов в вашем разуме, которые образуют пиксели. The famous English atheist Bertrand Russell said the same thing. He said human beliefs are the mere collocation. Collocation means coming together at the same time of atoms. Один известный философ британский сказал, Бертранд Рассел сказал, что человечество верит в то, что всего лишь является соединением атомов. So like if I say, think of an elephant, and you think of an elephant, it's just the atoms in your brain that move around. И когда я вам говорю, что подумайте о слоне, вы начинаете думать о слоне, но на самом деле это всего лишь атомы в вашем мозге, в вашем разуме, они там соединяются и образуют такое, понимание слона. Now we know that some thoughts are caused by the atoms and by the chemicals in your brain. Да, мы понимаем, что какие-то мысли, какие-то идеи образуются в вашем голове и являются действительно результатом соединения атомов, каких-то химических элементов. Back when I was a college student, some people took this drug called LSD, which made them have crazy ideas. Знаете, когда я еще учился в университете, в колледже, были у нас там студенты, которые придумали формулу ЛСД. One of my friends took some LSD, and there was a circular rug on the floor, and he thought it was a whirlpool that would suck him down into it. Один из студентов в нашем университуте, когда мы учились, он попробовал ЛСД, и там у нас в коридоре был такой коврик круглой формы. И он считал, что этот коврик, знаете, это как такая червоточина, которая затянет его туда внутрь и все навсегда. It was just a rug on the floor, but he was scared to death that it was a whirlpool that would suck him in and drown him. То есть, на самом деле, это был всего лишь обычный коврик круглой формы, но вот он под действием этого химических элементов считал, что там червоточина, его затянет туда и все. So we know that some thoughts are caused by chemicals. Drugs can make you think things. То есть мы понимаем, что какие-то идеи, какие-то мысли в голове могут быть результатом химических реакций. Наркотики могут влиять на то, что происходит в вашем разуме. Because some thoughts are caused by chemicals, some people think all thoughts are caused by chemicals. И только по той причине, что какие-то мысли являются результатом химических реакций, люди считают, что это означает, что все или абсолютно все мысли являются результатом химических реакций. Now, can we trust thoughts caused by chemicals? Теперь, можем ли мы доверять мыслям, которые являются результатом химических реакций? No, we can't, because people who take LSD and other drugs think crazy thoughts that are not true. На самом деле нет, потому что люди, которые принимают ЛСД или другие наркотики, они видят просто, знаете, безумные идеи, безумные мысли у них в голове происходят. Okay, so what's the next step? What's going to go here? Some thoughts are caused by chemicals, all thoughts are caused by chemicals. We cannot trust thoughts caused by chemicals, therefore what? What's going to go here? What's it going to say? И теперь, как вы думаете, какой же следующий этап, какой же следующий шаг? Если мы говорим, что некоторые мысли являются результатом химических реакций, следующий за этим шаг, все мысли являются результатом химических реакций, следующее, мы не можем доверять нашим мыслям, которые являются результатом химических реакций. К чему это приводит? Tell me what it's going to say. Что вы скажете? Can't trust any thoughts. Мы не можем доверять вообще нашим мыслям. Have you already seen this presentation? Кто-нибудь уже видел эту презентацию? Good, excellent. You're good thinking. Вы хорошо думаете, правильно? But see, people say that. So why can we if all thoughts come from chemicals, why can we trust anything? То есть, если все наши мысли являются результатом химических реакций, тогда почему мы должны доверять нашим мыслям? Once you have put on the skis of materialism, you slide down the mountain into irrationalism. То есть, как только вы обуваетесь в лыжи материализма, вы сразу же начинаете очень быстрый спуск вниз в иррациональность, в рациональное мышление.
In the United States, we had a movie called A Beautiful Mind. Did anyone know about that one? На английском языке у нас, в английском мире у нас есть фильм, называется «Красивый разум», «Красивый мир». Не помню, как он называется на русском, его по-другому немножко перевели. «Игры разума», да? It was about a mathematician who had lots of crazy thoughts. Это об одном математике, которому в голову приходило много разных сумасшедших бредовых мыслей. And in the end, the only way he could tell what was crazy and what made sense was to use reason to examine every one of his thoughts. И к концу фильма он фактически пришел к выводу, что единственным способом отделить вот эти бредовые мысли от правильных мыслей, это используя причинно-следственной связи, используя разумное объяснение мыслям. So the idea is reason is here outside judging his mind and telling him what makes sense and what doesn't. То есть фактически получается вот это вот разумное объяснение, оно находится вне его разума и помогает ему судить в отношении тех мыслей, которые он использует, которые приходят к нему в голову, разумные ли это мысли или неразумные. But if there's no such thing as reason, all he has is his crazy chemical thoughts, and he can't tell which ones are reasonable and which ones are not. Но если убрать эту разумную причину или разумное объяснение, тогда фактически он остается один на один со своими мыслями, которые ему необходимо понять, какие из них безумные, а какие разумные. Now, in the early days, Socrates and Plato and Aristotle believed that there was such a thing as reason that the human mind could use to understand the world. В древние времена и Сократ, Аристотель, Платон, они все верили в существование разумного объяснения, и что благодаря этому можно прийти к пониманию вообще существования мира. But then another thinker called Carneades said, no, reason is not the key to truth. Но потом появился другой философ, Карнет, не помню его имени на русском языке, Карнедис. И он сказал, что нет на самом деле причин верить в целостность или в истинность причины, разумного объяснения. And he tried to prove it by giving 2 speeches on 2 successive days. И он попытался объяснить свою позицию, используя в качестве примера 2 речи, которые были произнесены в 2 успешных дня. One day he gave a very reasonable talk saying that there was such a thing as justice in the world. В один из дней он говорил о том, что есть, в один из этих дней он говорил о том, что есть такая вещь, как справедливость в этом мире. And the next day he gave another equally reasonable talk saying there is no such thing as justice in the world. Речь была вполне обоснована. На следующий день он также давал речь, но тоже обоснованная речь, вполне разумная речь, о том, что причины верить в справедливость в этом мире не существует. And he and many other people thought he had demonstrated the idea that reason doesn't work. И для него, в его понимании, а также в понимании других его последователей, казалось, что такие 2 примера, которые противоречат друг другу, указывают на то, что мы не должны доверять причинно-следственным связям. In the Middle Ages, a Muslim philosopher named Al-Ghazali argued the same thing in a book called The Destruction of the Philosophers. Также в древние времена мусульманский философ Аль-Газели также утверждал, что нет причины доверять разумно-следственным связям в своей книге «Разрушение философии». He said that reason doesn't work, so we should only trust the Quran for truth. И он говорил, что по той причине, что разумное объяснение не существует, поэтому мы можем доверять только Корану. In the 18th century, Pierre Cabini, a Frenchman, said this, that my brain secretes thought the way the liver secretes bile. That makes you laugh, doesn't it? В средние века другой человек, Пьер Карбин, сказал такую фразу, что мой разум хранит мысли так же, как печень хранит желчь.
And you would never look at your liver to say, is bile true or false? И знаете, как бы сложно сказать, посмотреть собственную печень и сказать, есть там желчь или нет. So it's a big mistake to look at your brain and say, is thought true or false? Поэтому также и сложно сказать, а есть ли мысли в голове или нет их. This is Immanuel Kant. На этой фотографии вы видите Эммануил Кант. And in English we make the pun where he said, I can't refute Hume. И в английском языке у нас есть такая как бы игра слов получается. И Кант как бы сказал, что я не могу противоречить, не могу оспорить Хьюма. То есть Кант. No philosopher since then has been able to say that David Hume is wrong. И на самом деле ни один из философов, начиная еще с тех времен, не смог оспорить то, к чему пришел Дэвид Хьюм. Darwin himself wrote in a letter, would anyone trust the convictions of a monkey's mind? И сам Дарвин также написал такие слова, что может ли кто-либо доверять убеждениям разума обезьяны или мысли, убеждениям, которые исходят из разума обезьяны. He said, my brain tells me that it and a monkey's brain have a common ancestor. То есть он говорит, что разум обезьяны и мой имеют одного и того же предка. So why should I trust what my brain tells me, since it's the same thing as a monkey's brain? А если мой разум и разум обезьяны это в принципе одно и то же, почему я должен доверять своему разуму? This is Arthur Balfour, who was Prime Minister of England, but he was also a philosopher. На этой фотографии вы видите Артур Балфор. Он был премьер-министром Великобритании, но также он был еще и философом. And he, in this book, The Foundations of Belief, he said that since we can't trust our reason, we have to trust that God has given us reason that works. И он сказал такую фразу в своей книге, которая называется «Основания веры». Он сказал, что по той причине, что мы не можем доверять собственному разуму, мы не можем доверять собственным разумным объяснениям, единственное, чему мы можем доверять, тому разуму, который дал нам Бог. This is J.B.S. Haldane, a very famous biologist from around 1920. На этой фотографии J.B.S. Haldane, он был биологом приблизительно в 1920-х годах. He said that if his thoughts are only the movement of atoms, there is no reason for him to trust them. И он сказал также фразу, что если наш разум является всего лишь, и наши мысли являются просто действием химических операций, химических реакций, соединением атомов, тогда нет никаких причин доверять ему. And even though he was a very famous atheist, he said there must be a mind behind the world, or else we would cut ourselves off from the branch we're sitting on when we try to think. И несмотря на то, что этот человек был атеистом, тем не менее он сказал такие слова, что вероятнее всего, что существует за этим миром какой-то разум, который все это создал. Иначе мы просто сидим на ветке, которую сами же под собой и пилим. Do you have the figure of speech about cutting off the branch you're sitting on? Есть ли в русском языке фраза, что пилить сук, на котором сам сидишь, да? Yeah, he said so. If he doesn't believe in a mind, then he's cutting off the branch. То есть он говорит, что если мы будем доверять нашему разуму, то есть когда мы думаем, фактически процесс мышления заставляет нас пилить сук, на котором мы сами и сидим. C.S. Lewis pointed out the same idea when he wrote the book Miracles. Клайв Льюис, написав книгу «Чудеса», также указывает, говорит об этом. If our minds are just collection of atoms, there is no reason to trust them, is what he said. Если наш разум является просто совокупностью атомов, тогда нам нет причин доверять ему. Paul Davies has also argued the same thing. Пол Дэвис говорит о том же самом. He says that
our minds, according to Darwinism, should be able to avoid danger and get mates, but there's no reason our minds should be able to do astronomy and understand the stars and constellations. И он говорит, что если полагаться на учение Дарвина, на дарвинизм, тогда наш разум должен думать только о том, чтобы избегать опасностей и совокупляться, то есть размножаться. И нет никаких причин для того, чтобы наш разум задумывался о звездах, об астрономии и о других науках. Alvin Plantinga made the same argument recently in this book called Where the Conflict Really Lies. В своей книге, в чем находится конфликт или где происходит конфликт, Алвин Плантинга также говорит об этом. Because if we can't think correctly, we certainly can't do science. И он говорит, что если мы не можем мыслить правильно, тогда мы не можем и заниматься наукой, изучать науку. Now, by showing you all these different people, I'm not giving you a new idea. I'm just trying to show you that many people agree with this idea that chemical thoughts cannot lead us to truth. Показывая всех этих людей, я не пытаюсь предложить вам какие-то новые идеи, убедить вас в чем-то. Все, что я хочу сказать, что существует множество известных, выдающихся людей, которые согласны с тем, что если наш разум это всего лишь действие химических реакций, тогда нет никаких причин доверять нашему разуму. This man is known as Thomas Nagel. Дальше. Этот человек Томас Нагел. And he is a very famous atheist philosopher. Очень известный философ-атеист. And he wrote this book called Mind and Cosmos. И он написал эту книгу, которая называется «Разум и космос». And he says that there is no way that the human mind can arise by Darwinian evolution. И он говорит в этой книге, что на самом деле нет никаких доказательств, и мы не можем объяснить, каким образом наш разум эволюционировал до того состояния, в котором он находится сейчас, полагаясь на теорию эволюции Дарвина. So the point I'm trying to make is that if you are an atheist, you have no reason to trust reason. Другими словами, если вы считаете себя атеистом, то, что я хочу сказать, тогда на самом деле у вас нет никаких разумных объяснений верить в то, во что вы верите. И доверять вообще причинно-следственным связям. Now what I want to show you is the other side of the argument. That if you do believe in reason, you should then come to believe in God. Теперь, другая сторона этой же медали. Если вы верите в разумное объяснение, в причинно-следственные связи, тогда вы должны обязательно прийти к вере в Бога. So there are two sides of the argument. То есть существует две стороны этого аргумента. The first side is that if you are an atheist, you have no reason to trust reason. Первое. Если вы атеист, тогда вы не имеете разумного объяснения для того, чтобы верить в разумное объяснение. The other side of the argument is that if you do trust reason, then you should believe in God. С другой стороны, если вы все-таки верите в разумное объяснение, тогда вы должны прийти к вере в Бога. Now, the way we make that argument is not... Oh, wait, I forgot to tell you one more thing. Sorry. Извините, я еще забыл вам кое-что еще сказать. These are two atheists who are strict evolutionists. Здесь на фотографиях вы видите два человека, они оба атеисты и очень такие строгие, консервативные эволюционисты. And they say that because of evolution, we have some notion of truth. И они говорят, что благодаря эволюции мы имеем какое-то понимание истины. But they say that truth loses out to survivability. Но истина проигрывает желанию выжить, выживаемости. And that because of evolution, we believe ideas that help us survive rather than ideas that are true. И именно по причине эволюции мы склонны в большей мере доверять тем мыслям, тем идеям, которые помогают нам выживать, чем тем, которые являются истинными. Let me give you an idea of an idea that isn't true that might help you survive.
И я постараюсь вам сейчас дать пример такой вот идеи, которая не является идеей, которая помогает нам выживать. Let's say I am out swimming in a lake and I am 2 kilometers from the shore. Предположим, я вот решил поплавать в озере, заплыл на 2 километра от берега. Or actually, I've been in a boat 2 kilometers from the shore and I fall into the water. Или лучше, я был в лодке, заплыл в лодке на 2 километра от берега и упал в воду. And I'm 2 kilometers from the shore. И мне до берега 2 километра. And I know the truth that at my level of fitness, there is a 1% chance that I'm going to be able to swim to the shore. Зная свои физические способности, я понимаю, что у меня очень мало шансов вплавь добраться к берегу. And since that's true and I have only 1% chance, I give up and let myself drown. И раз мои шансы невелики, тогда мне просто стоит сдаться и позволить, или утонуть просто, ну просто утонуть. But let's say I have the wrong belief that I have a 90% chance of being able to swim to the shore. С другой стороны, я в чем-то заблуждаюсь и считаю, что у меня 90% шанс в том, что я все-таки доплыву до берега. And on the basis of that belief, I try to swim to the shore. И на основании этой убежденности я пытаюсь доплыть до берега. That I at least have some chance of making it because of my false belief. Тогда по причине своего по причине своего заблуждения у меня есть какой-то шанс все-таки доплыть до берега. So there's a situation where the false belief leads to a greater chance of survivability than the true belief does. То есть таким образом ложное убеждение или, можно сказать, самообман фактически повышает наши шансы спастись, чем правдивое или правильное понимание, правильное убеждение. And these evolutionists pointed out that survivability is much more important than truth. И эти эволюционисты утверждают, что желание выжить важнее, чем истина. Now, these atheists came up with one of the silliest ideas I have ever heard. И вот эти два атеиста, они придумали наиболее глупую идею, которую я когда-либо слышал. They say that human thinking arose from the lie of immortality. И они говорят, что человеческое мышление является результатом лжи в отношении собственной бессмертности. They say that most species know they're going to die, so they never try to do anything long range. И они говорят, что большинство существующих видов в этом мире, животных имеется в виду, они понимают, что они умрут, и поэтому они даже не пытаются бороться за свое выживание. But they say that Homo sapiens were able to convince themselves that they would live forever, so they tried to do long-range things. Но Homo sapiens, они по какой-то причине убедили себя в том, что они будут жить вечно, то есть эта человеческая раса будет существовать вечно, и поэтому это заставляет их планировать и делать что-то в долгосрочной перспективе. And that's why Homo sapiens existed, and that Neanderthal and Cro-Magnon and other varieties of people died out. И именно по этой причине Homo sapiens все-таки выжили и существуют сегодня, в то время как и неандертальцы, и кроманьонцы, они все уже давно ушли, остались костями. Now, it's a crazy idea, but that's where the idea that evolution and chemicals lead you, or that your brain is only chemicals caused by evolution lead you. И на самом деле, как бы, идея достаточно безумная, но это является результатом веры, понимания того, что ваш разум или ваши мысли это всего лишь совокупность химических реакций. Now I want to go to the other half of the argument, and I want to say, first of all, I keep forgetting I've got more people to tell you about. Who's this? Я хотел вам еще рассказать об одном аргументе, но я забываю постоянно еще о других людях. Как вы думаете, кто это? Okay. He wrote this book, The Grand Design, in which he says philosophy is dead. И он написал книгу, которая называется «Философия мертва». So, Великий дизайн. human beings don't have true ideas, philosophy is dead.
То есть на самом деле у человечества нет каких-то возвышенных, великих идей, и философия мертва. All right, now we're going to get to the part about my 3 ways of reasoning. А теперь мы уже переходим к другой стороне нашего аргумента. 3 причины или 3 шага разумного объяснения. The first one is deduction, where you go from general rules to the specific instance. All men are mortal. Socrates is a man, therefore Socrates is mortal. То есть в данном случае первый этот способ, первый шаг, это дедукция. Мы идем от общих правил к каким-то определенным. То есть все люди, каждый человек смертен. Сократ человек, значит он смертен, и он умер. Another way is induction, where you go the other way, from specific instances to general rules. Every swan I have ever seen is white, therefore all swans must be white. Induction. В данном случае мы начинаем с каких-то индивидуальных, специфических случаев и составляем или из этого получаем общее правило. Пример. Все лебеди, которых я видел, белого цвета. Значит, все лебеди белые. Then there's a third kind called abduction. И третье это абдукция. Where you take a specific instance and general rules and you come up with an explanation of why something is. Каким образом получается? Мы берем какой-то специфический случай, берем общее правило, и в результате соединения этих двух мы даем объяснение, толкование. Let me give you an example from a riddle that children ask. Я постараюсь объяснить это, используя загадку, которую часто дети задают. You walk into a room and you see that Billy and Sally are lying dead on the floor. Вы входите в комнату и видите, что Билли и Салли лежат мертвыми на полу. They are surrounded by puddles of water and broken glass. Их окружает лужи с водой и разбитое стекло. They have no wounds on their bodies. На их телах нет никаких ран. They have not been poisoned. Их не отравили. What happened? Что произошло? Does anybody know? Это рыба. Кто-нибудь знает? Сказал. What she said? Это рыба. Fish. They are fish. They're goldfish, yes, of course. Они Excellent. рыбки, да. We figure that's the best explanation. Это самое лучшее объяснение. Okay, so now, what is the best explanation for the reliability of reason? Итак, тогда какое же наиболее логичное и наиболее лучшее объяснение существования разумного аргумента или разумного объяснения? About 600 years before Jesus, there was a philosopher named Heraclitus who said there was such a thing as the Logos. Приблизительно за 600 лет до прихода Иисуса Христа на землю был такой греческий философ по имени Гераклит, который предложил идею логоса. He said the Logos made the world and the Logos enables us to think. И он сказал, что логос создал землю. И именно этот же логос, он позволил нам мыслить. And the Logos, of course, is what we also call reason. И логос это то, что мы и называем разумное объяснение, причина. There was a Jewish thinker named Philo who said the Logos made the world. Был еврейский, иудейский философ Филон, который говорил о том, что логос также, он подтвердил, что логос создал этот мир. And of course, John says that. Также Иоанн, апостол, говорит об этом. And in Greek, en arche, ein ho logos. И он говорит, что en arche, en o logos. And we usually say in the beginning was the word. И мы обычно, читая Евангелие Иоанна, говорим, что вначале было слово. But you could easily translate that in the beginning there was logic. Но можно также перевести это, как сказав, что вначале была логика. And of course, John is talking about the second person of the Trinity, so he is saying that logic is part of God. И когда Иоанн говорит о том, что в своем Евангелии он говорит о второй личности Троицы, то есть, другими словами, он говорит, что вначале был Бог. Then,
1,500 years later, or not actually, yeah, 1,500 years later, Descartes came along and with that same idea said, I think, therefore I am, cogito ergo sum. Потом, 15 веков спустя, был такой человек по имени Декарт, который сказал, что я мыслю, я думаю, значит я существую. И на латинском, кто знает латинский, можете попробовать прочитать. He put a lot of arguments together to go from I think to God exists. Но в промежутке он опять же вставляет, если изучать его труд, он говорит о том, что приводит аргументы от мышления к существованию Бога. John Lennox, who is a professor of mathematics at Oxford, put the argument together to say cogito, I think, ergo, therefore, God exists. И он говорит, Джон Леннокс, профессор математики в Оксфордском университете, сказал такую фразу cogito, ergo Deus est, то есть я думаю, и Бог существует. Because mind either has to come from a material source or an immaterial source. Поэтому разум может быть результатом или материального источника, или же нематериального источника. And we've already shown that it cannot come from a material force. И мы уже показали, что разум не может быть на самом деле результатом материального источника. Because if your mind is just atoms and chemicals, then you can't trust it. Потому что если ваш разум является всего лишь стечением атомов или химических реакций, тогда такому разуму доверять не стоит. So if you want to trust your mind, it must come from something other than atoms and chemicals. Поэтому, если вы хотите доверять вашему разуму, должно быть что-то более, чем просто химические реакции или атомы. There must be something in the universe other than energy, matter, time, and space. Должно быть что-то в этой вселенной, что больше, чем просто энергия, материя, время и пространство. There must be such a thing as reason or logic or a mind behind the universe. Должен быть какой-то разум, должна быть какое-то разумное объяснение, какая-то логика, которая стоит за существованием всего этого мира. What Anselm took a lot of arguments to do, John Lennox made into one small argument. Ансельму потребовалось очень много шагов, очень много объяснений этой логической цепочки. То, что Джон Леннокс выразил всего лишь короткой фразой. Einstein hinted at the same thing when he said the most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible. Эйнштейн также выразил это убеждение своими словами. Он сказал, что самое сложное объяснить в этом мире, это то, что этот мир логически объясним, понятен. En arche hein ho logos. Вначале было слово. In the beginning was logic. То есть вначале была логика. God, or logic, is part of God. Логика – это часть Бога. So therefore you can argue, as I said, in the beginning there was logic. И как я сказал, вначале была логика. So you can argue this way: I believe, therefore God exists. И поэтому вы можете прийти. I think, not I believe. I'm sorry. I think, therefore God exists. И поэтому вы можете прийти к следующему выводу: я думаю, значит существует Бог. You can also argue it the other way: God exists, therefore I can think. Можно это сказать и также по-другому. Бог существует, поэтому я думаю, поэтому я мыслю. So an atheist has no reason to trust his mind. Атеисты не имеют никакого разумного объяснения для того, чтобы доверять собственному разуму. And one who trusts his mind has good reason to believe in God. Но тот, кто доверяет своей разумной причине, разумному объяснению, он имеет очень весомое доказательство тому, чтобы верить в существование Бога. Or you can say, because I believe in God, I can trust my mind. Или же вы можете сказать, по той причине, что я верю в Бога, я могу доверять собственному разуму. So the argument goes both ways, both from thinking to God and from God to thinking. И этот аргумент, он может работать в оба направления. От мышления к Богу, от Бога к мышлению.
Now you all can think, so what questions do you have for me? Итак, так как вы все можете думать и доверять вашим мыслям, есть ли у вас вопросы ко мне? My goal is to equip you so that with atheist friends, you can say to them, do you trust reason? And if they say yes, then you can help them see that they should not be atheists. Но и моя задача перед вами, стоя, находясь здесь, в том, чтобы снарядить вас, дать вам хорошие, весомые аргументы, когда вы будете встречаться с атеистами. И встретившись с ним, вы можете задать вопрос, а веришь ли ты в разумное объяснение или в разум? Если тот говорит да, вы можете ему показать, что на самом деле он заблуждается. And before I let you ask any questions, I want to give you my email address because I can send you the paper in English so that you can read it if you want it. I can also send you the slides if you want them. Еще, прежде чем вы сможете сейчас задать ваши вопросы, я хочу вам также дать свой email адрес для того, чтобы вы могли прислать, если вы хотите получить вот этот конспект, то, о чем я сейчас говорил, и эти слайды, вы можете написать мне, и я пришлю вам свои данные. Пришлю этот конспект и слайды. C. White. Вот мой email адрес. CWHITE at Arbor, arbor.edu. То есть видите, да? То есть это CWhite, @arbor.edu. And I'd be happy to send it to anybody. Okay, questions or comments? Я буду рад прислать вам мои конспекты, если вы пожелаете. Теперь время для вопросов. Please. Isn't martyrdom a direct refutal of Hoffman and Fracke's thing about survivability? that people would die for their beliefs. Oh. Isn't martyrdom? В том, что люди умирают ради веры, это уже против того, что думает эти двух атеистов, кто сказал, что... То есть вот эти два атеиста, которые говорили о том, что мы должны доверять больше выживаемости, чем истине, является ли как бы люди умирают из-за этого? I think all they are arguing is that sometimes survivability is more important than truth. I think that's all they're arguing. I don't think they're saying that there's not always a conflict between truth and survivability. But if there is a conflict, survivability usually wins. То есть насколько это как бы их серьезное и сложное убеждение. То есть Чарльз отвечает, что как бы все, что они говорят, это то, что выживаемость предпочтительнее истины. Но не так часто встречаются ситуации, когда нам приходится выбирать между выживаемостью и истиной, поэтому не так часто происходят эти конфликты в выборе. What do you think? Well, that was just where my mind went. Yeah. If someone was saying to me that we only believe what will help us survive, right, then I would say, well, thousands of people died for their faith. If so, but they don't. That's truth. I mean, they don't leave as many progeny. That's biologically unwise to die for your faith. Right. So why would people choose it then? So it's not helping them to survive. Therefore, right. I mean, if those people say that the truth is not. But see, then those people don't survive, and they don't have as many kids, and so that dies out. Oh, so they think yeah, you can't be true. То есть речь идет о том, что как бы, если, например, вот люди как бы утверждают, что для человека главное преимущественно это выживание вместо истины, тогда как же можно объяснить то, что многие люди умирали за собственную веру, шли на смерть ради собственной веры в таких случаях? Но в данном случае, как бы он говорит, что вопрос, опять же, как бы, есть ли здесь конфликт между истиной и верой? Истиной и выживанием. То есть просто если люди как бы верили, то они шли на смерть в данном случае. Насколько это было в данном случае присутствует конфликт. Yeah, please. У меня такой комментарий на кон того, что это то, с чем я не сгоден с Фомой Аквинским,
и с философами, что философы это крайность, на мой погляд, что лежит, что розум, и он, философы думали, что, как постулат, что розум, и он безгрешный, что ему можно абсолютно доверять. Может быть. Але Біблія каже, і Слово Боже каже, що наш розум, він грешний, і він може робити логічні помилки, і тому нам треба розум настраювати про Слово Боже. І гэтым адрозніваецца наука, от философии, это отделяется, потому что у философии факты ставятся, то есть розум на первое место, факты на другое. А у науцы факты на первое место, то есть и Слово Божие на первое место, а розум, покольки он грешный, и он повинен отповедать, реальности, он повинен как бы затачиваться об реальность. Такая идея. То есть это комментарий просто? Да, это комментарий на кон того, что тут можно впасть в крайность и думать, что розум, и он святый безгрешный. That, like he says that in my I don't really like either both Thomas Aquinas and the other philosophers, because what I see the major difference between philosophers and the scientists is that the philosophers, they put their minds on top of the facts, on top of the facts. Right. Though in science, they put facts before the mind, before their actual reasoning. So, and he says, we know that based on the Bible, that our mind is still sinful, and a lot of thoughts could be not really good, and could be fault, and that's why we shouldn't really be able to trust all our thoughts. I agree that we can't trust all of our thoughts, but if one is an atheist, that one can't trust any thoughts. And so I'm trying to help you talk to somebody who doesn't believe the Bible and help him or her to see that if they don't believe in God, they have no reason to believe in their minds. Я согласен с тем, что мы не можем доверять всем нашим мыслям, которые приходят нам в голову. Но то, что я пытаюсь сейчас показать вам, что когда вы встречаетесь с атеистом, и мы понимаем, что атеист на самом деле не может доверять вообще своему разуму и своим мыслям. То есть у них нет каких-то обоснований доверять тому, что приходит к ним в голову вообще, в отличие от нас. И поэтому, когда вы встречаетесь с ними, инструменты, которые вы можете использовать, чтобы привести этого человека к такому пониманию. Okay, is that a good answer? Хорошо. Такой ответ подходит? Это комментарий просто был. Yeah, there was no question, it was a comment. Okay. Yes, please. Питання, у нас, ми живемо в такій країні, де вся система едукації заточена на еволюцію і атеїзм. Вся система едукації, всі науки, вони складаються, доходячи до того, що Бога немає, і ми еволюціонуємо від мати. І ми, віруючі, батьки, наставники, находимся в постоянном противостоянии, как научить своих детей, доказывающим, что Бог есть, и то, что у нас есть розум, мы Божье дело. Так вот, у меня питание самое главное, як наших детей им растлумачить, что наука, что есть сенс ее заниматься. Когда вся система эдукации отрымливается, немає рации. То есть как нам сказать детям, что учиться все-таки треба? Okay. Well, we live in a country where the whole educational system is based actually on the evolution. Basically, we cannot really trust what they speak about the evolution. And my question is how do we teach our children that we do need to study science, and we need to develop into science in their realm that... Это нашей краине. Yeah, it's she speaks about their own country. Right. So how to kind of explain to them that still, even despite of the system of education is based on the false premises, how we still need to study sciences.
one way that we have tried to help with our children is to say that to understand God's world, you need, or to understand everything, you need God's Word and God's world. You need science and the Bible to understand the world. Один из способов, как мы пытаемся помочь нашим детям, мы стремимся им объяснить, что одним из способов понять Божий, созданный Богом мир и Его Слово, для этого необходимо и Божье Слово, понимание Бога, и этот мир. То есть изучение науки вместе с изучением Библии. And a whole different argument, I show that if you just have the Bible, you can't understand God's world, or if you just have science, you can't understand God's world. That you need the two of them to hold each other up. And that's a different discussion, but we could talk about that. That God gave us two eyes to see the world, a Bible eye and a science eye. И я пытаюсь объяснять детям, это целый там аргумент, как бы тоже, опять же, об этом можно долго разговаривать и показать, показать этот аргумент в пользу того, что для того, чтобы на самом деле понять созданный Богом мир, самой Библии недостаточно. Одной науки тоже недостаточно. Бог дал нам два глаза. Наука и Библия для того, чтобы понять мир, который Бог дает нам, который Бог создал, в котором мы живем. And sometimes you need to tell your children that sometimes science gets things wrong. И бывают моменты, когда необходимо детям показывать и объяснять, что наука не всегда правильная, не всегда они правы. And that though the more you study science and the more you study the Bible, the more you will see they come together. Но чем больше изучаешь Библию и чем больше углубляешься в науки, тогда ты видишь, вот в каких местах они соединяются и идут параллельно друг другу. And also, I think to help them see that scientists often look at the world this way and don't ever look at God, and so they don't see, because they only have science, they don't see the whole world. They don't understand it. Также мы можем сказать, что по той причине, что многие ученые пользуются всего лишь одним глазом, то есть смотрят на этот мир только сквозь призму науки, но не изучают Бога, не пытаются смотреть с позиции Бога на этот мир. В результате из-за этого они не видят Бога в этом мире. I think our time is just about up. Я думаю, наше время уже вышло, да? Thank you so much for coming. If it would. Испытаний, то у нас чуть-чуть. We have a little bit more time. Great. Еще есть немножко времени, да? Yeah, please. Да. Хотел бы поразважать над таким, что я чув, что есть такий принцип, що коли говориш з невіруючим чи з атеїстом, можна йому пропонувати такі розважання, що наука, вона відказує на питання, як зроблений цей світ, структурна частина. А Біблія, Бог, ну і релігія, можна так сказати, відказує, навіщо він створений. І коли маючи ось ці два відкази, то атеїсти, ці люди, які можуть повірити, вони, в принципі, більше відкриваються на Бога, тому що вони починають розуміти, що це, як матрешка, одно одним. Що ви думаєте про це? Можна розвивати цей спосіб евангелізації далі? Like one of the ways, I've heard about, is used to talk with the atheists, is like when you talk about the science, it's like science helps you to understand how the world is structured, how the world was created. But when you use the Bible, the Word of God, it helps you to understand why it was created. Yeah, good. Why. So what do you think about this argument? No, that's excellent. Это чудесный аргумент, хорошая позиция. Science and the Bible, some people say that science and the Bible are completely different. Некоторые люди говорят, что наука и Библия это абсолютно разные вещи. And of course that's not true because science and the Bible both talk about where people came from and where the world came from. Конечно же, это неправда, это не так, потому что и наука, и Библия, они показывают нам, как появился этот мир.
And science cannot explain why, just as we talked about, why your brain and why my brain work, and why we can understand the world correctly. И сама по себе наука не может, вот только что мы об этом говорили, не может объяснить, почему мы имеем наш разум, почему происходят те процессы и как они происходят в этом мире. Way back in 1955, a man named Eugene Wigner wrote a paper saying that there's no reason to believe that math is true. В 1955 году человек по имени Юджин Вигнер написал статью о том, что нет никаких причин верить тому, что говорит, тому, что учит нас математика. And atheists who are mathematicians have no reason to believe that mathematics is true. Другими словами, математики, атеисты на самом деле не имеют причин верить вот этим математическим формулам, тому, чему учит нас математика. There's a famous book that a mathematician named Morris Klein wrote called Mathematics: The Loss of Certainty. Есть очень известная книга, Моррис Клаймор написал книгу, которая называется «Математика. Потеря уверенности». So, as you talk to people who are atheists, you can say, why do you believe in math? Why do you believe in science? Why do you believe in reason? То есть, когда вы разговариваете с атеистами, вы можете им также и сказать, что если вы не верите в Бога, не верите в разумную причину, тогда, в принципе, вы не можете и математике доверять, вы не можете доверять вообще ничему. You have answers, they don't. То есть, у вас есть ответы, которых у них нет. Thank you. Good question. Спасибо, хороший вопрос. Да, у меня есть такой комментарий, что большинство атеистов яны вельми адарваны от объективной реальности. И да, вот питание, что не думаете вы, что коли мы пытаемся какими-то такими чисто абстрактными речами донести истину, то мы играем на ихнем поле. То есть они даже не отказывают за свои слова. То есть они не живут так, как они учат. То есть они оторваны от реальности, то есть они не отвечают за свои слова. И коли мы, значит, с ними пытаемся чисто теоретично общаться, то есть не опираясь на факты, не опираясь на реальные житевые ситуации, то мы играем на их поле, то есть и это, да, проигрыш. Like when we talk about the atheists, in many cases, like very often, basically they are separated from the reality of this world, and actually what they say is actually contradicts to their lifestyle and to what they practically believe about the life. I'm sure that's true. Yeah, sure. And like when you use the arguments like these, like philosophical arguments, abstract arguments, don't you think that they are actually trying to play in their own field, which is for them does not really make sense? I'm sure that is true for some people. Я согласен с тем, что действительно так нельзя, что это и то, что вы говорите, это правда в отношении некоторых людей. But we can't tell who is being honest and who isn't. Но на самом деле очень сложно бывает определить, кто человек честно верит в то, что он верит, или нет. So we have to treat them as if they are being honest. И поэтому, начиная разговор, мы воспринимаем человека прежде всего как искреннего, убежденного в своих аргументах и живущего согласно ним. А дальше по ситуации. And then, like afterwards, like when you started to talk afterwards, like you act according based on the situation. Yeah, that's right. Да, совершенно верно. I agree with what he said. Yes. Come back to the martyrs. Historically, the church is built on the blood of the martyrs. Right. And it grows when there's martyrdom. Sure. So, okay, maybe those martyrs don't leave their own personal seed, but they are seed. Right. And they leave, is that like just God's logic
Sure, predicting sure. the world's Yeah, yeah. А, A Darwinist would say, Yes. you know, good riddance, yeah. Вопрос, да, опять возвращаемся к мученикам церкви, что мы говорим, что исторически церковь является результатом крови мучеников. Вот да, возможно, каждый из них не планировал стать семенем церкви, но мы говорим сегодня о том, что это семена церкви, и благодаря им церковь выросла. Because remember, if you're a Marxist, the only thing that matters is getting more of your genes into the next generation. Not your ideas, not your name. Only, I mean Darwinist. Not, did I say Marxist? I meant Darwinist. If you're a Darwinist, get your genes to the next generation, you win. That's all. Sorry. Если вы дарвинист, как бы согласно учению Дарвина, самое важное передать как можно больше собственных генов следующему поколению. То есть не идей, не мыслей, но именно генов. According to Darwinists, we men are competing to get more of our genes to the next generation than the others. And the women are competing with each other. Men and women don't compete with each other. Men compete with men, women compete with women. И согласно, опять же, учению Дарвина, вот, получается, мужчины между собой соревнуются в отношении того, чтобы передать как можно больше собственных ген следующему поколению. Женщины соревнуются между собой в отношении того, как передать больше собственных ген следующему поколению. То есть мужчины между женщинами между собой не соревнуются. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. And since I have 14 grandchildren, I am beating all of you. И так как у меня 14 внуков, я победил всех вас.